Сегодня я решил прожить 100 дней в Майнкрафт хардкоре. Смогу ли я это сделать вообще или нет? И наша цель будет в хардкоре это научиться механизмам. Ну а сейчас давайте добудем дерево. Это первое наше дерево с вами в выживании. Давайте перекрафтим и скрафтим с вами первый верстак. Погнали с вами путешествовать по этому миру. Итак, что же я вижу, друзья, и это деревня. Первая деревня в нашем выживании. И вы посмотрите на масштабы этой деревни, ну, они особо небольшие. Но, как для начальной базы, в принципе, сойдет. Я не знаю, буду ли я содерживаться тут или же нет. Кстати, ребята, не забывайте подписываться на канал, ведь я стараюсь выпускать очень крутой контент, и вы посмотрите, что здесь в сундуке. Особо ничего интересного нет. Давайте добудем сено, потому что это будет как наша основная еда, а именно хлеб. Я видел, как многие спидранеры так делают, и вообще те, кто проходил Майнкрафт, так делают, так что давайте я тоже так сделаю. Убью голема, надеюсь, мне выпадет много железа. Итак, друзья, я убил голема, и, в принципе, я думаю, нужно идти дальше. Ого, я чуть не умер, ладно, давайте добудем угля. Следующие дни я потратил на добычу разных ресурсов и постройку своей базы. Сейчас вы сможете увидеть таймлапс, просто посмотрите на это, вы не представляете, сколько у меня времени на это ушло. Это собирание ресурсов. Я даже ждал рассвет на следующий день. Я даже пытался вырубить весь лес, но потом передумал, потому что это заняло очень много времени. Я решил построить себе небольшой дом. И да, друзья, я решил достроить дом. Да, вот я его достроил, короче, вот такой вот у меня мини-дом получается. Вот, заходим, и вот тут даже нет пола, потому что мне как-то лень его строить. И сегодня у нас 10-й день в хардкоре. Я очень этому рад. Это событие, это 1/10 уже пройдено всего пути. И за эти 10 дней я толком-то и ничего и не сделал, собственно говоря. Вот такие ресурсы у меня сейчас есть. Я хочу дальше дорубить лес и, возможно, что-то там допостроить. Также в скором времени я хочу отправиться в шахту и провести там, ну, не знаю, дней 10, чтобы найти хорошие ресурсы. Но я побежал, скорее всего, что-то докопать в шахте. Следующие несколько дней я просто копался и был на волоске от смерти. И чуть ли не потерял этот мир. О, нет, 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 Крипер. Главное сейчас не умереть. Повезло, и тут еще зомби. Почему у вас так много? Я также чуть не умер от скелета, и я нашел спавнер. Надеюсь, я не забуду его координаты. На 13-й день я уже спавнер нашел. Ну, я думаю, это нормально. Нет, ну этих мобов реально очень много. Особенно криперов. И я нашел первые алмазы. Поздравьте меня на 14-й день. Да. Ну да ладно. Как же мне надоели эти скелеты. Они повсюду абсолютно. И мешают проходить мимо игра в хардкоре. Надеюсь, я проживу эти 100 дней и не умру. С 16 по 20 день я просто копался в шахте. И придумал, что делать следующие 80 дней. Это было очень трудно продумать план на следующие 80 дней. И я чуть, кстати, не умер за паука. Тун-тун-тун. Добываем мы железо. На 21 день я сортировал свои ресурсы. Также на 21 день я задумался о каких-то механизмах. Но потом понял то, что я вообще не понимаю ничего в механизмах. Но потом я построю что-то, что вы узнаете потом. Следующие несколько дней я просто что-то строил. Я не знал, что строить, но я решил построить какой-нибудь мини-дом. Второй. Также я построил себе мостики. Вы послушайте только эту музыку Майнкрафта. Вы готовы? Я сейчас сжигаю свой старый дом, потому что он мне вообще не нравится. Ну и по итогу мой дом сгорел дотла. И я решил пойти добывать ресурсы для нового дома. Это заняло у меня очень много времени. Но все же я решил построить дом. И все готово. Давайте добудем еды. Итак, друзья, сейчас 30-й день. И я уже устал выживать в этом мире хардкора. Прощай, мир, хардкор. Пока. Я пошутил. Я что, дурак, что ли? Следующие дни я исследовал всякие структуры. Вау, вы посмотрите, здесь почти ничего нет от того, что нам полезно. Ну ладно, забираем в любом случае. И тут тоже. Давайте добудем обсидиан, чтобы построить портал в ад.
Строим портал в ад. Еще немного, я уже в аду. И получаю ачивку. Следующие 10 дней я просто выживал в аду. Копал то, что есть, и чуть не умирал. Какой же ад ужасный. Я могу умереть тут на любом шагу, меня окружат гасты. Добываем мы дерево и идем дальше добывать дерево. Да. На 39-й день я тоже чуть не умер, потому что хотел просто проверить, умру ли я. Я добывал очень-очень много ресурсов, очень много рисковал, видите, этот бассейн лавы. На 40-й день я добывал бамбук. Не спрашивайте, зачем мне, ну просто для ачивки. На 41-й день я решил также получить ачивки и просто развести куриц, ну, чтобы они у меня просто были и приносили мне еду. Зато теперь в моей базе не так уж и одиноко, как это было до. Но вообще планов у меня на следующие 60 дней нет. Хотя должны быть. Вот новая ачивка, романтический ужин. Затем в этот же день я решил научиться мастерству, а именно стрелянию из лука. Но у меня это не особо получалось. Или же получалось, смогу ли я попасть в эту корову? Давайте сейчас узнаем. И... я попал. Потом в следующие дни я также обустраивал свой дом и делал его более красивым. Я забыл отпраздновать 50-й день, ведь этот день очень важен, ведь это означает то, что нам осталось всего лишь половина пути, даже меньше. И я этому, несомненно, рад. У нас получилось построить за эти 52 дня базу. И причем не маленькую, наверное. Затем я решил построить ферму мобов, ведь зачем я тогда вообще играю в этом мире, если я особо ничего не строю? Также я постарался разобраться в механизмах и построил автоматическую маленькую автоферму. Затем на 55-й день я решил построить вышку. Затем на 56-й я решил получать ачивки, так как не знал, что мне еще делать. Ну а потом я решил порисковать и пошел в ад за ресурсами. И я очень-очень сильно рисковал, ведь я мог просто упасть. Я копал над озером лавы. Это было реально рисково. Хорошо, что я вообще не упал туда, но зато я добывал кучу ресурсов, которые мне нужны были для постройки. Вот плоды моей работы. На 58-й день я решил все-таки построить автоферму пшеницы. Это заняло у меня много времени, но был один недостаток: у меня не было жителя для завершения данной работы. Но потом я, наверное, завершу эту автоферму. На 60-й день я решил построить просто горки. Просто из рельс покататься, мне просто делать было нечего. Но потом я оказался в каком-то новом биоме и решил подбивать там блоки. Может быть, они мне как-то бы пригодились. В этом данже я собирал много полезных ресурсов, которые мне в будущем пригодятся. На 62-й день я пошел в энд. И да, до конца нашего испытания осталось 48 дней. Я пока не знаю, что буду делать эти 48 дней. Затем несколько дней я просто пытался убить Эндер Дракона. И по итогу чуть не умер, но меня спасло ведро воды. Ну и по итогу на 65-й день я победил Эндер Дракона, пройдя игру. Затем я пошел искать город края, и это была одна из трудных задач. Но по итогу я нашел этот город края спустя день. И уже на 68-й день я решил взорвать свой старый дом. На 69-й день я просто копался в шахте, так же как и на 70-й день. И так же, как и на последующих днях, я просто добывал ресурсы для своего нового проекта. Я очень долго добывал все эти ресурсы. И уже на 71-м дне, вернее на 72-м, я закончил эту постройку. На 73-й день я решил перенести некоторые дома из деревни. И это заняло у меня достаточно много времени.
Но мне делать было нечего, так что я решил занять себя чем-то, пока идут эти 100 дней. Также я решил сделать небольшой огород и как-то перенести жителя, это был еще тот гемор. Следующие дни я решил потратить на постройку музея. Затем я решил подобывать еды, да, именно 82-й день. Почему бы и нет, не поздно. На 83-й день я решил рассортировать все свои ресурсы. И это заняло достаточно много времени. Потом с 84 по 91 день я решил покопаться в шахте. Вот мой результат. Достаточно неплохо. Затем с 91 по 96 день я решил пофармить себе опыт. Ну, почему бы и нет, все равно мне делать нечего. Осталось все равно немного. С 96 по 100 день я просто ждал конца этого челленджа. За эти 100 дней я научился механизмам, хотя бы какой-то базе. Я очень рад, что я не побоялся прожить эти 100 дней. Ведь я чему-то научился. И это самое главное. За эти 100 дней я что-то научился делать, какие-то механизмы. Это была моя изначальная цель. Мы построили с вами достаточно построек, сделали достаточно всего за эти 100 дней. Я прокачал свой монтаж в течение монтажа этого видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр данного видеоролика. До скорых встреч!